Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, лайки, комментарии, подписки, колокольчики, в общем, все как обычно. А сегодня поехали! Итак, сегодня у меня пришла на коррекцию клиентка, у которой, ну, капец, какие вниз клюнувшие ногти. Но это просто, смотрите, это же просто какой-то кошмар. И все эти ногти мы сегодня будем с вами поднимать. Поднимать будем именно коррекцией. Мы не будем делать перенаращивание, мы будем поднимать коррекцию. На самом деле я безумно люблю вот такие вот вещи, когда нужно при помощи коррекции сделать какие-то очень интересные, сложные вот такие вот моменты. Так вот, основа этой коррекции будет состоять в следующем. Нам необходимо снять материал. Материал мы снимаем таким образом, чтобы на боковых стеночках у нас осталось минимум материала, где-то даже дырки пропилились, ничего страшного, это вполне нормально, потому что, грубо говоря, вот эти нижние, которые у нас сейчас есть, они просто спилятся, они нам совершенно не нужны, потому что они провисли вниз. Но, тем не менее, нам этот материал не будет мешать выстроить новый ноготочек. Как же мы будем с вами это все делать? Мы с вами нанесем материал в 2 слоя, потому что я побоялась, что в один слой акрилатик на такую толщину у нас в жизни никогда не просохнет. Поэтому изначально одним шариком, одной каплей, не знаю, как это правильно назвать, в общем, одним куском акрилатика мы выстраиваем, поднимаем кончик ногтя, а потом уже вторым шариком акрилатика выстраиваем непосредственно архитектуру. У нас получается вроде бы как моделирование в 2 приема. Но на такую толщину я точно уверена, что материал высохнет и все с ним будет хорошо, никаких проблем у нас не возникнет. Ссылочку на мой любимый акрилатик ищите в комментариях. Далее переходим к опилу. Опил у нас в данном случае вроде бы смотрится очень сложно, потому что материала навалено много. Кажется, что пилить мы будем до новых веников, но на самом деле все довольно просто. Максимально снимаем излишки материала фрезером, все остальное будем подпиливать пилочкой. На самом деле опил всех 10 пальцев в данном случае у меня занял минут 40 от силы. После того, как сформировали полностью внешнюю арочку, нам останется выпилить внутреннюю при помощи фрезера. Опять же, это не сложно, это быстро. Опять же, эта манипуляция не такая уж и долгая, все быстренько, все аккуратненько, поэтому выпиливаем и наслаждаемся процессом. Далее переходим к дизайну. В данном случае дизайн будем выполнять красочкой без остаточной липкости для того, чтобы потом на нее втереть втирку.
втирку или пигмент, или зеркальную втирку, кто как это называет, на самом деле это одно и то же. Вернее, даже не так. Правильнее вот эти вещи все-таки называть пигментами для втирки, а не втирками. В общем, как бы то ни было, у нас опиленный, забафенный ноготочек, на котором мы рисуем френчик. Этот френчик будем затирать пигментом. И получится, что у нас пигмент вотрется только в френч и не вотрется в ту поверхность, которая проработана бафом. В качестве пигмента для втирки используем золотой оттенок пигмента, который ложится буквально-таки в зеркало. Ссылочку на этот пигмент оставлю вам в описании. Это мой любимый пигмент. Ну а дальше начинается волшебство. Выполняем чеканку. Чеканку мы выполняем объемным 3D гелем. В данном случае именно 3D гелем белого цвета мы вырисовываем вензелечки, которыми наполняем весь наш френчик. И потом опять же затрем пигментом. Как вы видите на соседнем пальчике, смотрится это просто мега потрясающе. Это безумно красиво, это безумно просто, это шикарно, это здорово. И я могу еще 500 тысяч вариантов вам рассказать эпитетов к этому дизайну. Но, к сожалению, я думаю, ролик на этом закончится. Поэтому все эпитеты жду в комментариях, все ваши мысли по этому поводу, все ваши какие-то чувства. Колхозный дизайн тоже за чувства, в принципе, считается, поэтому такое мнение тоже приветствуется. Все пишем в комментариях, я с удовольствием почитаю. Мы же тем временем заполняем френчик, стараемся заполнить это все очень миленько, чтобы расстояние между нашими вензелечками было минимальным и при этом, чтобы сохранялась высота материала в наших вензелечках, потому что именно эта высота материала и будет высотой нашей чеканки. После того, как мы просушили вензелечки, затираем их еще разочек этим же золотым пигментом. Хотя можно было затереть не этим же, можно было взять какой-нибудь цветной, розовый, красный, зеленый, какой угодно. К золоту, в принципе, подходит любой оттенок. И вот теперь уже у нас ноготки перекрыты финишным покрытием. Финиш у нас уже просушенный. Вы видите, что объемность вот этого вот дизайна никуда не пропала. Он такой же объемный, он такой же потрясабельный. Ну и для того, чтобы все сороки умерли от зависти, мы, конечно же, к этому дизайну добавляем еще инкрустацию стразами. Ну, если уже делать цыганский дизайн, так делать по полной. Отрываемся на полную катушку, ловим от этого кайф. Клиентка подпрыгивает на стуле, у нее текут слюни практически от того, как красиво все это получается. В общем, мы остаемся обе безумно довольны. Ну и все мои любимые зрительницы с сорочьими привычками тоже в этом месте, наверное, очень довольны. Я знаю, что таких зрительниц у меня довольно-таки много. Вы мне в комментариях уже где-то там писали под какими-то роликами, что вы тоже любите такие дизайны в стиле всего побольше и сверху стразиков.
И, кстати, как вы заметили, уж на этих руках я оторвалась. Здесь у нас разрисовка на всех 5 пальцах. На всех 5 пальцах у нас всего много. Мы прям кайфанули на этих руках. И я прям довольна. Итак, у нас получился прямо-таки восторг. Ну, я прям не могу, как мне это все нравится. Я себе таких ногтей наделаю, не знаю, на ногах и на лбу я себе таких ногтей наделаю, потому что это просто, ну вот прям в кайф. Как же я люблю такие дизайны. Надеюсь, такие дизайны любите и вы, потому что вы смотрите этот ролик, и вы досмотрели до этого места, наверное, вы все-таки любите такие дизайны. Я же на сегодня с вами прощаюсь, впереди будет еще много интересных дизайнов, встретимся в новых уроках, пока!